Приветики, друзья! С вами Физкультурник, и вот эти вот все колеса, которые я вам только что показал, сегодня будут на нашем первом, но максимально научном аэротестировании. Наша задача очень простая. Я отобрал колеса, которые, во-первых, есть у меня, во-вторых, есть у моих знакомых, и на которых катается или о которых мечтают многие из наших с вами друзей, соотечественников, велогонов, да кому угодно на самом деле. Классные, крутые, современные колеса. Мы выясним, какие колеса самые быстрые и насколько самые медленнее самых быстрых. В общем, во всем разберемся, все узнаем и, самое главное, расскажем вам в этом видео. Конечно, невозможно сделать тест, по крайней мере, у меня нет такой возможности, надеюсь, когда-нибудь она появится, с 50 сравниваемых колес или 30 колес. Но вот я постарался собрать максимально репрезентативную, точнее, выборку. Сейчас расскажу. Смотрите. Во-первых, у нас есть совершенно стандартные алюминиевые колеса R470. Это прям классика, которая идет в базовых термоках. Это будет наш бейзлайн. Мы посмотрим, как они, насколько алюминиевые, обычные, очень неглубокие, стандартные, тяжелые колеса, насколько они проигрывают топовым карбоновым дорогим колесам. Во-вторых, у нас есть просто святой грааль всех современных аэротестов. Это Rowell CLX2, спешалайзовские колеса, которые идут с топовыми термоками. Это, мне кажется, одни из самых популярных, хорошо изученных, комфортных, классных и высоко оцененных по разным тестам колес. Стоят они в районе $2800 за пару. Это китайские колеса номер 6, которые с точки зрения технических характеристик очень похожи на Rowell, но сделаны больше в угоду времени. 50 спереди, 58 сзади. Стоит $1500. Внутренняя ширина 24 мм, внешняя ширина 32 мм. В общем, классные, крутые карбоновые колеса на, внимание, карбоновых спицах. А это значит еще больше аэродинамики, потому что, например, на Rowell обычные стальные спицы. Дальше экспериментальные колеса Pertual Acme. Я такого еще не видел. Первый раз их увидел на Panda Podium у ребят. И потом Витя Монаков из Китая мне их привез. Посмотрите, какой безумный волнообразный профиль. 45 в узкой части, 62 в широкой части. Карбоновые спицы, которые вот здесь переплетены, потому что они незаменяемые. То есть сломал спицу и конец. Стоит все это удовольствие в районе $2000. Выглядит невероятно. Внутренняя ширина 24 мм, очень-очень современно. Внешняя ширина тоже что-то типа 32. В общем, классные, крутые, очень современные колеса, которые очень интересно сравнить с другими. Весят 1250 грамм. Легенда легковесов Принстоны 45-50. Внутренняя ширина 21, узенькие внутри. Стоит бесконечное количество, $6000. Весят 1200 грамм, супер легковесные. Но интересно, как они будут показывать себя в тесте. Elite Wheels. Гравийная серия. Внутри 25 мм шириной, 45 мм профиль. Обычные спицы весят примерно 1400 грамм за пару. $400 на самом деле цена. Отличный вариант. Дальше полностью кастомные, друзья мои, зипы 404 Firecrest. Очень крутая модель. На карбоновых роторах. Кстати, тоже интересно будет сравнить погрешность. На кастомных спицах карбоновых. Абсолютно безумные колеса. Выглядит классно. Тоже будем сравнивать. Колеса, которых покорили мое сердце, Envy 4.5. Колеса, на которых катается Тадей Погачар, точнее, катался в этом году, у него Pro-версия обновленная. Весит 1450 грамм, внутри 25 миллиметров. На мой вкус, лучшие, самые классные, самые крутые колеса, но узнаем. Лично для меня, друзья, очень интересный баттл следующий. $400. Elite Wheels, гравийные колеса. $6000. Принстоны, супер легкие. Разница 100-150 грамм в весе. В понтах сильно побеждают, насколько реально они друг друга побеждают, насколько действительно разница $400 и $6000. То есть можно купить 15 пар вот таких колес, маме, папе, друзьям, сестре, даже собаке свои эти колеса купить за одни вот такие вот, что будет безумно интересно понять. Очень интересно узнать, насколько вот эти вот китайские супер волнообразные колеса действительно имеет ли хоть какой-то смысл их покупать. Или нужно тестировать их совершенно в других условиях, где когда есть боковой ветер, чтобы понять, насколько вот этот волнообразный профиль интересен. Ну и, конечно, главный вопрос для всех любителей китайских колес. Премиальные колеса номер 6, $1500. Практически тот же молдинг, те же характеристики, что у колес Farsport, которые многими любимые за соотношение цены-качества, которые стоят тоже $1400-1500. Если вот эти колеса хоть как-то уступают Rowell, который стоит в 2 раза больше, то интересно это понять.
Вот, собственно говоря, все вопросы мы задали в этом видео. Велосипед готов, гонщик готов, все готовы. Будет максимально интересно. Протокол тестирования у нас очень простой. Сейчас о нем тоже расскажу. Это наш боевой сетап на сегодняшнее тестирование. Evolve Cima, как мне правильно сказала, Cima, а не Cima рама. Колеса, с которых начнем, которые будут нашим бейзлайном, то есть нашей основой, это NV4.5. Покрышки у нас новые, абсолютно свежие, только с завода, точнее из магазина. Conti GP STR 32 мм. 32 почему? Сейчас объясню попозже. 36 мм руль, 120 вынос. Седло Cell Italia, такое же старое, как я. Группа Dura-Ace, 165 шатуны, Favero Осема педали, сзади 1134 кассеты. Конечно же, невероятно аэродинамичная, плюс полватта за $550. Оверсайз лапка от Ceramic Speed. Ну и ротора у нас тоже от Dura-Ace. Shimano Dura-Ace. Вот такой вот, друзья мои, набор. Именно на нем мы будем тестировать наши потрясающие колеса, которых уже огромное количество. Я, конечно же, не просто так утро начал. Утро я начал с того, что спросил у чата GPT, кто победит, какие колеса окажутся самыми быстрыми. И ответ чата GPT сохранил. Потом проверим и сравним, насколько, так сказать, реальность совпадает с GPT-шностью. Так, в общем, еще очень важно, конечно же, вам рассказать, почему 32-е покрышки. Я спросил в своем телеграм-канале, кстати, обязательно подписывайтесь, там самое интересное. Я спросил в своем телеграм-канале, на каких покрышках будем тестировать. И большинство, я, кстати, ожидал, что все скажут 28-е, мы же велогоны, уже, значит, быстрее, больше давления. Но оказалось, нет, большинство людей хочет тестировать на 32-х покрышках. И я считаю, что это крутой вариант. Я бы сам выбрал тоже 32-е, потому что, на мой взгляд, в 25-м году, а тем более в 26-м, все уже поняли, и много раз доказали, что для обычного любителя, да даже для профессионала, чем шире покрышка в рамках разумного, тем лучше. И на мой вкус 32 мм Conti GP 5000 это прям идеальное сочетание. Ты получаешь офигительный комфорт, потрясающий комфорт, едешь просто как на ковре-самолете, тебе становится гораздо комфортнее ездить по неровным дорогам, ты меньше начинаешь переживать за проколы, если ты выезжаешь на обочину, при этом скорость по-прежнему огромная. А все тесты, которые проводили западные разные блогеры и журналы, показывают, что разница, например, между 32-ми покрышками и 30-ми покрышками буквально полватта, 1 ватт с точки зрения потери аэродинамики за счет ширины покрышек. В общем, решение было простое. Так как мы тестируем колеса не для Тур де Франс, мы тестируем колеса для таких физкультурников, как я, ну и вы, надеюсь, то все параметры теста заточены под нас с вами. 40 км в час – это та крейсерская скорость, на которой мы едем соло, или там 40-45 тащим пачку в хороший день. 32 мм – это те покрышки, на которых мы с вами катаемся в обычной жизни. Ну и колеса – это как раз те колеса, которые мы должны выбирать для обычных ежедневных тренировок, групп-райдов, каких-то гоночек. В общем, вот такой набор. Надеюсь, будут какие-то интересные результаты. Друзья, ну и самое лучшее дело, конечно, самое благодарное дело, вы же знаете, делать прогнозы. Сейчас каждый из нас делает свои предположения, какие же колеса в итоге окажутся самыми быстрыми, а какие самые медленные. Вот, начнем, конечно, с Виктора Викторовича Монакова, который, посмотрите, Виктор Викторович, насколько он аэродинамичный. Это правда. Самые аэродинамичные будут эти, потому что они без покрышек. Значит, они лучше. На первом месте у Виктора Викторовича. Потом Принстоны. Изи Пари. Но это Андреины, поэтому они, возможно, будут даже лучше. Ну, просто это... Что это такое? Это топ. Ну и, я думаю, с самыми не аэро тут... Ну, давай алюминиевый не считай. Ну, нечестно, давай. Самый не аэро вот из тех, которые есть. Вот это. Как заинтересованное лицо я постараюсь не ехать максимально аэродинамично на этих колесах и максимально не аэродинамично на всех прочих. Я как фанат Ровалов и Спеша думаю, что все-таки у нас будет примерно вот эти товарищи вместе. А с остальным я согласен, в принципе, с Витей. Вот номер 6... Честно говоря, я им не особо доверяю, и мне кажется, они будут примерно вместе с элитами. Ну мы Envy так вообще выкинули их. Учитывая, что как бы колеса не самые дешевые. Вот, я думаю, что они будут примерно
вместе с Принстонами. То есть вот рейтинг можно расставить вот такой. Это, понятно, мы не считаем вне конкурса. Вот. Ровалы с пиртуалами. Ну, зипы, не знаю, они интересные, они очень прям красивые, кастомные, с синими наклеечками, с карбоновыми спицами, никелями. Но узнаем, вдруг они не поедут, вдруг они будут на уровне алюминиевых. Вот он, тигр, готовый к прыжку. Вить, ты куда поехал? Нам наверх. Вот это уровень, понимаешь, да? Вот это уровень. Даже не устал. Сразу видно, человек за МС. Стартуем мы с колес Envy 4.5. Наш аэротестер, наш стик – это Виктор Викторович Монаков, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, многократный победитель огромного количества международных соревнований по юниорам, по взрослым. Сейчас гонщик профессиональной китайской команды, ведь я опять забыл, Пингтан. Этот человек, который будет максимально консистентно, так как он на треке всю жизнь свою провел, тестировать наши колеса. В положении у него будут прямые руки на дропах. Витя будет стараться всегда быть в одной и той же позе. Идеально. Идеально, Витя, идеально. У нас, как я уже говорил, рама Evolve Cima. Неправильно. Попробуй еще раз. Чима, Evolve Чима, руль 360 шириной, 120 мм, вынос. В колесах стартуем Envy 4.5, покрышки 32 мм Conti GP 500, педали Fabera Asioma, группа Durace, шатуны 165 мм. Идеальный боевой современный набор. И, конечно, помогать нам во всем этом будет аэрокаска Виктора. Sunrymoon. Сразу понятно, что известный европейский и американский бренд Sunrymoon предоставил эту каску. Супер скин-сьют команды Виктора M-Team. Это личная профессиональная команда Виктора Викторовича. И, конечно же, прибор, который называется Notio Aero. Прибор, который специально сделан для того, чтобы учитывать все абсолютно параметры во время аэротестирования и давать максимально независимый, эффективный результат. Ну и компьютер IG Sport. В общем, у нас, друзья мои, удивительно интересный набор из современных реалий. Во всем нам этом, конечно же, помогает Никита. Никита – основатель веломастерской Reacto Bikes, в которой я за свои собственные деньги никогда не жалею, отдаю все свои велосипеды. И Никита нам сейчас помогает делать так, чтобы все это крутилось, вертелось, менялось, было максимально круто и эффективно. Никитос, респект тебе. Вот такая у нас супер команда. Ну и, конечно, я с вами, физкультурник. Мне, друзья мои, на трек нельзя, потому что я настолько хорошо не умею ездить, как Виктор Викторович. А Виктор Викторович гораздо лучше меня сделает любое аэротестирование и сделает его гораздо более независимым. В общем, мы стартуем, будет интересно. Пишите ваши прогнозы в комментариях, потому что никто не знает, чем все это закончится, но будет офигенно круто. И последнее, что хочу сказать. Наш протокол Виктор Викторович будет держать скорость 40 км в час. 40 км в час, и потом мы будем сравнивать, насколько была ли какая-то разница в ваттах по мощности между колесами и какие колеса окажутся самыми экономичными, где Виктору Викторовичу придется держать минимум ватт, то есть прикладывать минимум усилий для того, чтобы поддерживать 40 км в час, те и победят в нашем тесте. Ну и перед каждым, естественно, заездом мы будем еще раз менять полностью резину, делать zero offset, то есть сбрасывать, калибровать мощемер, чтобы были одинаковые параметры, переставлять роторы. В общем, будем делать тест максимально научным. Ну и посмотрим, что в итоге получится. Велотрек, Санкт-Петербург, Виктор Монаков, Никита, Reacto Bikes. Погнали, друзья мои, начинаем. Многие из вас, кстати, когда я рассказывал про этот тест, писали, что, это же трек, здесь более стерильные условия, здесь нет ветра, здесь нет углов ветра, вот эти yaw and jaw. Вы абсолютно правы, но аэротрубы у меня нет. И в Сильверстоун я ехать не планирую в ближайшее время, и тем более все свои колеса везти. На улице тестировать слишком разные условия, потому что и погода, во-первых, не позволяет сейчас, дождь, ветер порывистый. Очень много переменных, на которые мы не можем влиять. А вот на треке, несмотря на то, что отсутствие ветра, здесь идеальные условия для того, чтобы прям вот практически в вакууме проверить именно аэродинамические характеристики колес. 40 км в час, одни и те же покрышки, один и тот же велосипед, один и тот же наездник, максимально консистентное положение этого наездника. Условия не меняются, никто не разгоняет воздух на треке, никто не меняет температуру, влажность, давление. Тестируем мы днем, когда
трек уже теплый, чтобы не было влияния того, как воздух нагревается и влияет на аэродинамику. Чем теплее, тем выше. Вполне есть на самом деле ощущение, что в таких стерильных условиях, когда нет боковых ветров, нет порывистых ветров, что, в принципе, практически все колеса будут себя выглядеть, чувствовать абсолютно одинаково. Я так не считаю, но вот такие вот мысли тоже в том числе есть. Будем смотреть и ждать, что получится. Безумно интересно, но весь день сегодня я тут проведу. В общем, наконец-то мы закончили мучение, калибрование и все остальное. Оказалось, этот Notio аэросенсор давно, друзья мои, нормально не обновлялся, потому что, видимо, не такой популярный девайс, но нас это не остановило. Просто 40 минут мучения. Кстати. Прошу прощения. Так, ну все, первое тестирование завершено, друзья. Исторический момент. Пытаемся синхронизировать данные с компа, с этого, с того, с третьего, десятого. В общем, Виктор Викторович будет заниматься синхронизацией и анализом. А здесь мы с тобой сейчас будем... Какая красота, а, Никит? Вот, кстати, вот размер велика как раз для Вити. Вот для Вити идеальный размер велика. А мне все-таки надо было побольше. Никитос, возьмемте такой, нет? Ну, можно. Как промо-материал. Давай, погнали, я готов. Ну, друзья, вот оно. Никит, за сколько поменяем колесо? Вот 11:25 сейчас время. Время пошло, давай. Можно еще за минуту сделать. Мы еще зафиксировали полностью передачу. Видите, как на фиксе, как на треке крутит 52-я звезда спереди, 12-я звезда сзади. Все тесты на одной и той же звезде. В общем, друзья, максимально консистентный тест. Никаких погрешностей. Только наука. Из прикольного, кстати, я смотрел данные с этого Notio прибора. И очень хорошо, что мы с ним заморочились. Победили его устаревший софт и так далее, потому что он в том числе считывает ветер. И вот смотрите, ребята наверху на треке катаются, и они на самом деле слегка разгоняют ветер, поэтому на треке не безветренная погода. Есть небольшой, типа 2 метра в секунду, 1,5 метра в секунду ветерок. А это, друзья мои, тоже погрешность. В общем, очень круто, что мы с вами это учитываем. И если вот ребят, которые спортшкольники, их было чуть побольше, сейчас чуть поменьше, все это будет, все эти погрешности наш прибор будет учитывать. Вторые на тест у нас, друзья мои, легендарные Roval CLX2. Наверное, в топ-3 моих любимых колес, которые входят. Потрясающие инженерные, знаменитые колеса от компании Specialized Roval. Ну что, Витек, погнали. Roval должны показать очень крутой результат, если не лучший результат. И у этого есть все на самом деле основания, потому что Ровалы, наверное, самые широкие снаружи колеса. То есть они будут с 32 миллиметром резины создавать такой клинообразный профиль. Резина 32 миллиметра, ширина внешняя у Ровалов 35 миллиметров, будет такой хороший клинообразный профиль. По ощущениям они хуже. Да? А чё ты устал-то в смысле? Ну у тебя же... Я и говорю, это удивительно. 260 ватт для тебя, это ведь не устал. А тут я как будто бы больше должен крутить. Вот мы ставим третий колес в нашем тесте. Это Pertual Acme. Прыщи получается. Прыщи получаются. Acme. Но, сейчас мы с вами вам покажем их еще визуально. Ёшкин-кошкин. Никита, он завтра остановится. А у них керамика, да, внутри? Да, китайская керамика. Китайская керамика. Ребята, Технологичный. а какие подшипники? У них свои подшипники, да? У них свои втулки, свои подшипники фланц, и керамика. Ну и, конечно, спицы, которые незаменяемые. Друзья, я не знаю, если кто-то из вас любит ломать спицы, наверное, эти колеса не для него.
Ну или только подгонки. Но вот... Но пока что, честно, сейчас мы посмотрим, как они будут выглядеть в движении. Выглядят они офигительно, если честно. Они выглядят просто офигительно. Из-за того, что Принстоны, вот они сейчас, мы их тоже оденем, они не глубокие, и у них такая маленькая волна, да, такая типа волнишечка, волнулечка. И надоели еще они уже. И надоели, да. А вот это прям выглядит офигительно, если честно. Офигеть. Я не думал, что они так круто выглядят на велике. Но на мой вкус, если честно, вот первое место по эстетике Envy все равно, потому что я глоры люблю энвийские колеса, они крутые, на них Погачар есть, они реально красивые и на ходу, и стоя. И вот честно, Пертуал Акме выглядит вживую офигительно круто. Они выглядят круче, чем Принстоны и круче, чем волнистые зипы. Вот эта вот волна немножко крипово смотрится на фотографиях, когда колеса отдельно от велосипеда. Но в жизни на велосипеде вот эта волна смотрится вообще офигительно круто, если честно. Ну и даже не похоже, а точно, ребятки, я их возьму на большой тест, где мы не только аэродинамику проверим, но как они в целом себя чувствуют на дороге, насколько они классные, модные, удобные. Блин, кайф. Погнали, Витька? Экспресс впечатления, ведь без данных. Прикольно, но впечатление немножко портится из-за того, что чуть ушел этот ветер легкий, попутный, народ сверху ушел. Слава богу, прибор это все зафиксировал. Да. Поэтому сейчас узнаем. А так прикольно. Как бы, мне кажется, они даже вот с таким этим не сильно будет хуже. С отсутствием раскрученного более воздуха. Подходят люди, спрашивают, а у вас оригинальные Принстоны? Я говорю, ну, непонятно. Спрашивают, стоят ли они своих денег. Я говорю, ну, сейчас узнаем. Сейчас дядя Витя прокатится, скажет. 6 тысяч долларов. Стоят ли они своих денег? Или это то же самое, что и элиты за сколько, Миш? И летелся за 400 долларов. 400 долларов. Да, можно 15 пар можно купить, да. 15 пар еще останется на что-нибудь. Да. Самые дорогие колеса в нашем тесте. Самые легкие колеса на нашем тесте. Ну и узнаем, насколько они быстрые. Ведь какой прогноз? Всех победят или в серединочке будут? Или вообще отстой? Спасибо! Ну а вы напишите, кстати, в комментариях визуально, как вам они, какие больше понравились. Пертуал Акме или Princeton Peak Evolution? Только вот честно, без оглядки на цену. Все тренировки наверху закончились на треке, и по большому счету и ветра тоже нет. То есть сейчас нужно сделать поправку на ветер, потому что тогда был попутный ветер, буквально 1-2 метра в секунду, но он, оказывается, достаточно серьезно влияет на результаты. Я смотрю цифры просто в нашей супер научной табличке. Вот, так что в конце будет очень интересно, конечно, все это приводить к единым знаменателям, потому что пока что результаты крайне любопытные, друзья мои. Но сверкают они красиво. Сверкают красиво. Да, но их хлыстявка. А? Вот много. Ну, ветер вообще остановился. Сейчас посмотрим. Ну, ночью посмотрим. Ну, посмотрим, CDI, да. Ну, в целом, как впечатление? Неплохо. Ну, тут как бы все колеса такие достаточно равные. Сейчас интересно будет железо потягать. А следующий у нас на тесте алюминиевые будут колеса, друзья. Вот это, мне кажется, будет весело. Пока, конечно, мы сравниваем офигительные колеса с суперскими, а суперистические с офигительными. Да. Офигеть. Да, ветер падает из-за этого. Но не так сильно. То есть он все еще за счет того, что я катаюсь, Ты я сам накручиваешь продолжаю его себя. накручивать, но он меньше. То есть на полкилометра в час меньше, чем когда еще и сверху катаюсь. Да. Я поэтому катаюсь долго, чтобы, успеть разогнать и всегда одинаково. Ну, чтобы консистентность какую-то да, получить. Да. И вот всегда беру вот это вот 1,5 минуты, которые ближе к концу, где уже воздух относительно Разогнанный. одинаков, да. Для того, чтобы тест был одинаковый, мы во всех колесах используем камеру, чтобы не было истории с тем, что сколько герметика налили, как он встал, как он распределился по колесу, как он отбалансировал колесо и так далее. Китайские пушки. Кстати, да, китайские пушки, кстати, хорошие right now. Они недорогие, но хорошие. На тесте алюминиевые колеса. И, кстати, выглядит этот велосипед на алюминиевых колесах не так плохо. Выглядит классически. Выглядит такой, знаешь, как из нулевых клаймбер такой, горный велик. Мне кажется, честно, блин, то ли велосипед красивый Evolve Chima, то ли
Но, честно, вот эти колеса мне тоже нравятся, даже как выглядят визуально. Ну да, если бы кто-то сказал, что велосипед весит 6,5 килограмм, то именно на этих колесах он как будто бы так мог. Так и есть, я согласен. Да, аж захотелось, на самом деле, мне супер-супер какие-то легкие, супер маленькие колеса, просто ради прикола. Ну и, друзья, тоже надо понимать, что это не алюминиевые колеса, которые бобра кусок, да, правильно? Это R470 DT Swiss, но более классических, алюминиевых, хороших, классных, надежных колес придумать сложно. Они стоят 300, наверное, $400, то есть они стоят так же, как карбоновые Литвилсы, в общем, поэтому это серьезные алюминиевые колеса. Уже 4 часа мы этим занимаемся, а протестировано всего 4 пары колес. Темп набрали достаточно неплохой сейчас, но в начале все очень долго раскачивалось, так что это прям серьезная работа. Это, в общем, друзья мои, не покататься просто так. Это прям целый день ты на это тратишь. Очень-очень-очень важно, чтобы все было консистентно, точно, правильно, грамотно. Иначе всю работу можно просто помножать на 0. И вот этим занимаемся. Но утомительно. Есть хочется, если честно. Ладно, я еще не кручу, Витька он еще накручивает. Хотя для него 280 ватт, там 260, 300 ватт, это все зона 2, поэтому у него кайф. Пока Витя тестирует алюминиевые колеса, я поделюсь с вами уже откровениями. Мы нашли разницу почти в 10 ватт между одной парой колес и другой. И это, если честно, очень много. Я бы даже сказал, катастрофически много на скорости 40 км в час, потому что для тех, кто серьезно гоняется или тренируется, они понимают, что это такое. Минус 5 ватт от вашего FTP и плюс ватт от 5 ватт от вашего FTP. На 5 минутах работа может быть не так сильно заметна, но если это 20 минут, 30 минут работы, в гору работы, то это значимая разница, которая может очень сильно повлиять и на общение ваши, и на результаты, и вообще на все что угодно. Поэтому, конечно, получить колеса, которые на 10 ватт экономичнее, это очень круто. Я, если честно, думал, что разница будет меньше, что она будет на уровне погрешности. Но пока результаты явно не зря тестируем. Явно не зря. Но... Блин, вначале были как будто бы они так тормозят. Я такой думал, сейчас будет жестко по ваттам. Но как-то уже минуты со второй они чуточку стали поприятней. И в концовке я бы даже сказал, что не сильно большая разница уже, когда вот идешь, когда вот этот ветер более разогнан. Даже интересно. Собрали номер 6. Никто с элиты ЗП остались у нас. 2 на тесте осталось. Пойдем, Витек. Китайские колеса номер 6. Очень элегантный дизайн. Черные, глянцевые, красивые. Они по счету шестые. Да, по счету шестые, номер 6. А 6 мы знаем почему, потому что это счастливая удачу, обозначающее число у китайцев. В общем, карбоновые спицы. Посмотрим, что они покажут. Выглядит, конечно, классически. Выглядит как классические аэроколеса. Ну что, Витя, как ощущение? Ну, это будет что-то из лучшего, по моим ощущениям. Да? Сейчас будем смотреть циферки тогда. Удивлялся. Ну, ничего сверхъестественного, просто хорошо идут. Высоких цифр крутить не надо. Мне кажется, будет хорошо. Ну все, друзья, ставим зипы. Кастомные зипы синенького цвета. Сняли с них аэророторы, но оставили карбоновые кастомные спицы. Вот так, друзья, выглядит ZIP 404 на Evolve Chima. И на самом деле, если честно, достаточно круто. Вообще, зипы достаточно крутые колеса. Я знаю, у них много поклонников. Я тоже уважаю компанию ZIP. Они новаторы, технологи и так далее. Посмотрим, как 404 Firecrest справятся в нашем тесте. Ведь погнали! Витя, на зипах. Первое впечатление. Проехал на зипах. Чего? Но ничего сверхъестественного, даже не понимал. То есть не было того, что легко едется, как-то не очень. Может, предвзятое отношение, что они постоянно у меня на глазах мельтешили. И ну, ничего сверхъестественного не ощутил. Андрюх, Витя говорит, что как бы твоя карма медленная. Что колес хорошие, но если бы не твои были, то быстрее бы ехали. Скорее всего, так и есть. Хотя полностью керамика стоит,
все красиво. Да не, Андрюх, это моя карма. Все подо мной едет хуже, чем под другими. На 30 км в час я еду 140-160 ватт. И кайфую. Ну я, правда, на тормозе. Нифига себе ты быстрый. Никит, ну что, собрал элиты, какое впечатление? Идеальные. Нет, на самом деле, они встали точно по конфигу зипов. Я потратил на них меньше всего времени, поэтому я рад. Они идеальные. Ну и крутятся хорошо. Крутятся хорошо. И выглядят, кстати. Приехали ровные, самое главное, что многие переживают, что придут кривые колеса с Китая. Приехали ровные колеса, нормально. Вот. Шел 6-й час тестирования, друзья. Крыша едет. Как там Никитос, который собрал все эти колеса, разобрал, мне кажется, я вообще не знаю. Переставлял одно с другого. Мы все немножко сходим с ума. Но. Остались последние колеса. И это не просто последние колеса, это Elite Wheels. Гравийная серия за $400. И мне безумно интересно, как они будут по сравнению с другими. Но пока, честно, выводы очень интересные. И я прям жду, не дождусь, когда смогу забуриться в эти цифры, разобраться и рассказать вам, какие же колеса на самом деле самые офигительные с точки зрения аэродинамики. 25 мм внутри, 45 мм глубина. И, если честно, выглядят как хорошие классические карбоновые колеса. Не придраться совершенно к внешнему виду. Очень гармонично смотрится с этим велосипедом. Ну и посмотрим, как Виктор Викторович разгонит их до 40 с лишним километров в час и какие цифры мы получим, потому что это последние колеса на тесте. И, если честно, мы порядком уже... Вы поняли. A few moments later. Ну все, в общем, закончили. Давай, Вить, в 2 словах расскажи, какие колеса больше всего запомнились. Неважно, с позитивной или с негативной стороны. Вот что больше всего запомнилось? Пару хайлайтов этого дня сегодня бесконечного. Так, но NV в итоге вышли как базовый стандарт, назовем ее так. То есть он действительно по ощущениям, возможно, был не лучшим вариантом начать, потому что дальше началось слишком уже или в негатив, или что-то типа того же самого. То есть виртуалы тоже понравились. Равалы, у меня к ним свое такое мнение на воспоминаниях, на опыте, поэтому они тоже оказались в своей, так сказать, теме. Принстона удивили, но как бы с одной стороны, с другой стороны ничего удивительного. Там у них, наверное, территория другая, где они начинают играть свою роль. Остальное, ну, порадовало, что алюминиевые колеса оказались там, где должны быть, иначе было бы очень грустно потратить столько времени, чтобы все это было одинаковым. Так что, ну, в общем и целом, все колеса находятся примерно в рамках определенных. Чувствуется, да, что те, что лучше там по прибору, они чувствуются и по накату. Их как-то и держать скорость на них попроще, не знаю, как это. Я старался, насколько это возможно, ехать в одной посадке. Но вот дальше уже анализ результатов и подсчет. Вить, себе бы, если бы мог выбрать одни вот из этих колес, какие бы себе выбрал на гонку? На гонке в Китай? Ну, нужно конкретно. Эти колеса я покупаю, эти колеса я беру и отвечаю за них или не отвечаю за них. Эти колеса как? То есть, если я их разламываю и они после этого, я должен их вернуть? Да не, Вить, ну просто вот у тебя есть возможность, вот сегодня мы как бы заканчиваем день, у тебя есть возможность выбрать любые колеса. Просто вот, ну в смысле, вот без дурака, без покупки и все вот. Какие из них берешь? Ну, виртуалы, они просто выглядят классно. И их очень мало. Я не видел еще ни разу на ком-то, поэтому считаю, было бы прикольно просто на таких приехать. Они и по тесту хороши, и по всему прочему. Тут единственное, что останавливает, ответственность за цену, если я что-то с ними сделаю. Давай об этом не думать. Ну все, ладно, будем к цифрам переходить. Аэротестирование — это вам не то, что ты проехал пару кругов, и такой умный алгоритм тебе сказал: ай, вот так вот. На самом деле все гораздо сложнее. Мне придется сейчас зарыться в цифры, закопаться, чтобы получить какую-то объективную картинку. Могу точно сказать, что это уже все было не зря, что результаты реально интересные, что много чего сравнили, много что, какие выводы для себя могу сделать. И надеюсь, для вас тоже эти выводы будут полезны. Если честно, это было, наверное, психологически одно из самых сложных для меня видео. Очень долго, очень все скрупулезно, постоянно что-то по мелочи какое-то происходило. То датчик скорости забыли поставить, то потерялся велокомп. И вроде мелочь, а тут теряется время, там теряется время. Там. И ребята просто герои, конечно. Видите, который все это время откатал со стабильным мастерством.
Никита, который все это бесконечно собирал, пересобирал. Я там как мог помогал, конечно, где-то там что-то поднакачивал, подкручивал, но это, конечно, несоизмеримо по работе, в общем. Офигеть. Очень повезло, конечно, что мы с Никитосом все это делали, потому что у него золотые руки. Все-таки React Bikes. Ну и Витя, конечно, тоже дикий уровень профессионализма. Вот так вот все стабильно, просто из раза в раз одна и та же скорость, там, погрешность буквально 0,1-0,2 километра. Это фантастика. Фантастика. Будет очень интересно. Наверное, уже не сегодня, но завтра точно засяду. Буду анализировать все эти цифры, смотреть детально, прям всматриваться, чтобы не сделать ошибочных выводов. Так, друзья, я 2 дня сидел, изучая данные, которые мы получили, и получилась интересная картина. Во-первых, моя идея о том, что будем сравнивать мощность на скорости определенной против мощности, да, чтобы вот на этих колесах Виктор едет, не знаю, 250 ватт, а на этих 255, и тогда все понятно. Эта идея потерпела крах, потому что оказалось, что даже на велотреке в изолированных условиях очень сильно меняется среда. Во-первых, температура менялась. Мы начинали при температуре 21 градус тестирования, потом она была уже 24, менялась влажность, менялся поток воздуха. То есть из прикольного попутный воздух. Виктор, даже если сам крутится без других людей, он может разогнать велотрек примерно до ветра 1 метр в секунду. А если есть кто-то еще на велотреке, неважно где он, наверху катается, внизу катается, еще что-то делает, то попутный ветер может достигать 2,5 метра в секунду. А это прям серьезно влияет на результат. И там, где мы сравниваем колеса, и между ними разница должна быть буквально несколько ватт, то это меняет все дело. И поэтому какие-то колеса получились очень быстрые по ваттам, а потом смотришь параметры, а там и температура подходящая для большей скорости, да, и попутный ветер есть, все что угодно. И поэтому я отмел все другие параметры и сосредоточился на том, чтобы вывести коэффициент аэродинамического сопротивления. Прибор, который мы использовали, Notio, он как раз позволяет учесть все переменные, интегрировать их в формулу и дать тот самый коэффициент аэродинамического сопротивления, который, по сути, показывает, насколько вся конструкция, велосипедист плюс велосипед плюс колеса, аэродинамична в каждом конкретном заезде. С учетом ветра, влажности, температуры, сглаживающих параметров, таких как ускорение и прочее. И это важно, потому что таким образом мы, по сути, получили аэродинамичность каждой пары колес, потому что все остальное у нас не менялось. Когда я буду расставлять топ колес сейчас, я буду сравнивать их по коэффициенту аэродинамического сопротивления. А потом мы с вами переведем этот коэффициент аэродинамического сопротивления в более понятные нам ватты, километров в час и так далее. То есть, в общем, сначала сравним, а потом я расскажу, что все это значит для таких обычных велолюбителей, да и велоспортсменов тоже, как мы с вами. В общем, погнали наконец-то, расскажу, какие колеса оказались самыми быстрыми. Вау! Рассказываю, какие получились у нас результаты. Конечно, ничего удивительного, но алюминиевые DT Swiss оказались самыми медленными. У них коэффициент аэродинамического сопротивления 0.316. Сейчас вам эта цифра ни о чем не говорит, но чуть попозже я расскажу, как мы будем переводить ее в привычные нам километры в час, ватты и так далее. Просто запомним, что это, слава тебе Господи, как и ожидалось, самые медленные колеса. DT Swiss алюминиевые, весом 1800 грамм. Колеса, которые оказались на 7-м месте, вот это действительно удивительно. В общем, друзья, вы помните, да, что мы тестировали? Напишите в комментариях, как вы думаете, какие самые медленные из карбоновых колес оказались у нас на тесте. 3, 2, в общем, друзья мои, это Принстоны. Те самые Принстоны, которые год назад мне подарили друзья, которые стоят безумных денег, одни из самых популярных среди дорогих колес на рынке, символ статуса, богатства, успеха и все остальное. В общем, они оказались на 7-м месте. 0.304. Принстоны вот так вот. Отстой. На 6-м месте Elite Wheels. То есть, представляете, Elite Wheels за $400 гравийные, купленные на AliExpress, оказались на 1/1000, но быстрее, чем Принстоны. 1/1000, конечно же, CD, не ватт. На 5-м месте Pertual Acme. Если честно, для меня это неожиданность. Когда я видел вот этот вот безумный волнистый суперпрофиль с глубиной до 62 миллиметров у этих колес, я, конечно, думал, что они быстрее, намного быстрее. Но оказалось, что они всего лишь на 2000 CD быстрее, чем Elite Wheels. На 4-м месте, тоже интересно, правда? Это, друзья мои, многим
любимые нашим сердцем Зипы 404 Firecrest. Тяжелейшие колеса, самые тяжелые колеса у нас на тесте, но они уже уходят из 0.300, 0.298 Зипы Firecrest. Ну и, конечно, дальше начинается самое интересное. Тройка лидеров. Погнали. На третьем месте это номер 6. Номер 6 5058 Super Aero, китайские колеса весом меньше 1300 грамм на карбоновых спицах. На третьем почетном месте отлично себя чувствует. Сюда мы прикрепим их. Ну и, конечно же, сейчас, друзья мои, самый главный вопрос. Как только мы узнаем, что на втором месте, мы сразу поймем, что на первом. Но не буду тянуть. И на втором месте, на мой взгляд, лучшие колеса, на которых когда-либо я катался, и тест, кстати, это практически подтверждает, Envy 4.5. Мои любимые Envy на втором месте, 0.296 коэффициент аэродинамического сопротивления. Ну и вы уже поняли, друзья, что первое место занимают старички, популярные, любимые многими и недооцененные в условиях современного велоспорта, современной тенденции к широкой внутренней части и так далее, Rowell Rapid CLX2. Удивительные колеса, если честно, я лично думал, что вот эти вот красавчики от Rowell, которые были выпущены еще в 2021 году, 4 года назад по меркам велоспорта, это где-то в прошлом тысячелетии, они занимают первое место. Вот такая у нас картинка получилась, друзья. Сейчас мы с вами разберем, что это все значит для нас на цифрах, но алюминиевые колеса самые медленные, линейка вторых мест, ну и вот у нас первые места. Интересно, я не ожидал таких результатов, я лично думал, что прогноз будет совершенно другой. Я на первое место ставил, если честно, Envy, Rapid я ставил где-то вниз, но Зипы где-то еще внизу. Ну, в общем, вот так вот оказалось, что оказалось. Мне кажется, очень крутые результаты. По крайней мере, это все максимально было сделано в попытке сделать все максимально точно и научно. У нас не стерильная лаборатория, все равно какие-то были параметры, которые так или иначе давали погрешность, но в целом, мне кажется, достаточно показательный результат. Давайте сейчас пойдем, и я расскажу, что это все значит, если это переводить на ватты, километров в час. Насколько же действительно разница, потому что разница, условно, в 1-2 тысячные с точки зрения аэродинамики выглядит как погрешность, как кошкины слезки. А что в ваттах-то, друзья мои, все это для нас с вами будет значить? Сейчас покажу. По сути, теперь наша с вами главная задачка – это перевести вот эти цифры аэродинамического сопротивления CDA в понятные и привычные нам параметры, такие как километры в час, ватты и так далее. Есть сайт, который называется Velobike, который позволяет преобразовать CDA в привычные нам величины. И именно с помощью этого сайта я, по сути, подтверждал, что те данные, которые у нас получились на велотреке, релевантны. То есть это не какая-то была ошибка измерения или неправильно настроенный прибор. Действительно, я вбивал параметры и получал те данные, которые получались у нас. Все, что здесь нужно, вбить CDA. Например, вот мы вводим такой CDA, вводим, на какой скорости мы хотим получить значение, например, 40 км в час, и получаем, какую мощность нужно держать на 40 км в час для того, чтобы при таком CDA. Все очень просто. Дальше есть параметры, которые мы можем управлять. Сопротивление качения, rolling resistance. Мы вводим разные параметры, по большому счету отделяя асфальт от трека, от каких-то других покрытий. Вес гонщика, эффективность трансмиссии. Чем у вас больше керамических подшипников, более современная трансмиссия, тем она более эффективна. Плотность воздуха, потому что он более разряженный на высоте, менее разряженный на вершине и так далее, на равнине. Все это мы вводим для того, чтобы получить релевантные нам значения. И вот именно этим калькулятором я пользовался для того, чтобы составить табличку, которую я вам сейчас покажу. Сверху у нас самые медленные колеса, внизу, соответственно, самые быстрые. Есть коэффициент аэродинамического сопротивления, и дальше я посчитал, на какой скорости, какие нужны будут ватты для того, чтобы нашему с вами условному Виктору Манакову поддерживать эту необходимую скорость. И мы видим первое, что на скорости 30 км в час разница между алюминиевыми колесами и самыми быстрыми Rowell Rapid — это всего 8 Вт. То есть всего 8 Вт разницы нужно для того, чтобы поддерживать 30 км в час от самых
старых, тяжелых, неэффективных колес по сравнению с самыми быстрыми на нашем тесте. А, например, если мы берем все карбоновые колеса, тут разница меньше 4 Вт в целом от самых медленных до самых быстрых. На скорости 30-35 км в час ситуация не меняется, примерно те же значения на самом деле, ребят. На скорости 40 км в час, на которую мы тестировали, вот тут чуть становится более все интересно. Разница между самыми медленными алюминиевыми и самыми быстрыми Rowell Rapid наконец-то достигает каких-то значимых 20 Вт. И это уже какие-то более-менее ощутимые, измеримые параметры. Но если мы берем карбоновые колеса, то разница меньше 10 Вт. Представляете? То есть разница между Принстонами или даже Elite Wheels'ами и Rowell Rapid'ами 8 Вт. Всего лишь 8 Вт разницы на скорости 40 км в час. А теперь мы вспомним, да, что Elite Wheels стоит $400, Rowell уже не новый, но все равно стоит почти $3000. А разница в аэродинамике 8 Вт на скорости 40 км в час. Дальше мы смотрим, конечно, и видим, что с ростом скорости эта разница растет. И уже, например, на 45 км в час это будет 12 Вт, а на 50 км в час это почти 20. Но все равно, да, если задуматься, я думал, что разница будет больше. Разница, конечно, незначительная. Rowell эффективнее, чем Envy на 40 км в час всего лишь на чуть меньше, чем 2 Вт. И это не такая большая разница. А особенно, конечно, меня удивляет сравнение, когда мы смотрим на эту табличку и смотрим на разницу с Elite Wheels'ами. 8 Вт, 6 Вт, а на маленькой скорости так вообще никакой разницы нет. О чем все это нам говорит? Ну, во-первых, сначала я, когда получил эти значения, я не поверил. И поэтому я полез проверять другие исследования, другие аэродинамические тесты, которые были сделаны в аэротрубе, например, ребятами из Cycling News. И все подтвердилось. Действительно, на скорости 40 км в час разница между самыми быстрыми и самыми медленными карбоновыми колесами обычно не превышает 10 Вт. По большому счету, когда мы говорим чисто про аэродинамику, а колесо это не только аэродинамика, сейчас об этом тоже поговорим, когда вот эти микроватты, 1, 2, 3 Вт могут действительно иметь значение. Ну, во-первых, если вы, конечно, гонщик Pro-тура, для вас каждый ватт на счету, и это безусловное преимущество, или вы в целом профессионально гоняетесь, понятно, что на финише каждый ватт эффективности может действительно решить в гонке. А еще это, наверное, важно для триатлонистов и для разделочников, потому что вот этот каждый ватт эффективности на длинные дистанции, длительное количество времени, он дает вот эти необходимые секунды, которые могут отделять первое, второе, третье, 10-е место. Но обычному велолюбителю, конечно, все эти цифры, разница в 1-2 ватта, это совершенно незначительно. Минимальное изменение посадки, тут сел так сел тут, и все. И как бы вся эффективность, она либо пропала, либо наоборот появилась. То есть гораздо эффективнее занимать более аэродинамическую позицию, чем покупать колеса за плюс 5-10 тысяч долларов. Это, конечно, и так было известно, но вот наши тесты это дополнительно доказали. Конечно же, помимо аэродинамики, которая, как мы выяснили, практически одинаковая, у колес есть еще другие характеристики, другие параметры. Например, торсионная жесткость, насколько они как бы сопротивляются сгибанию. Это важно в поворотах на большой скорости или в поворотах, когда вы едете с горы. Чем более жесткое колесо, тем лучше оно будет держать траекторию. Или тем лучше оно будет ускоряться, когда вы давите огромную мощность своими там, ножищами 1000 плюс ватт. Чем более жесткое колесо, тем больше оно будет передавать усилий в движение, а не искривляться под вашими мощными ножищами. Конечно, комфорт. Да, все мы любим более комфортную езду при тех же скоростных характеристиках. И комфорт для колеса тоже имеет значение. В первую очередь комфорт достигается в нашем с вами случае большей внутренней шириной, ну и отсутствием карбоновых спиц, потому что карбоновые спицы дают жесткость, но снижают уровень комфорта. Хотя, например, я много очень проехал на Rowell'ах, у них всего 21 мм внутренняя ширина, при этом они безумно комфортные. Envy 25 мм, они комфортнее, но не такая драматическая разница с Rowell'ами. Rowell вообще удивительно инженерное изобретение, если честно. А в остальном комфорт, ускорение, чем меньше колеса весят, тем проще их раскручивать, проще на них с ними ускоряться, проще их разгонять. Это тоже на самом деле в гонке или на дистанции будет играть роль. И действительно, чем меньше весит колесо, тем проще его тащить в гору, если вы ездите много в горах, тем проще его разгонять, стартуя и запуская, так сказать, ускорение со светофоров или из поворотов, когда вы выходите и гоняете критериумные гонки. И, например, поэтому для критериумных гонок вес колеса, наверное, имеет большее значение, чем его аэродинамика. И поэтому те же самые Принстоны могут быть, например, более актуальны именно для критериумных гонок. Те же, например, зипы весят почти 1600 грамм, друзья мои, 2025 год. И они недостаточно быстрые, весят 1600 грамм, и, на мой
вкус это просто далеко не лучший выбор, несмотря на то, что они классно выглядят и многим любимы, потому что они не дают тебе ни выигрыши в весе, ни какого-то особого комфорта. Они хорошие колеса, комфортные, но не какие-то вау выдающиеся, и при этом достаточно вот аэродинамически посредственные, как мы знаем. А, например, те же самые Суперлайты номер 6, они выглядят очень интересно, потому что всего 1280 грамм, значит, они будут достаточно эффективны и в горах, и в критериумных гонках. При этом у них классная аэродинамика, как мы помним, адекватная цена, и вообще все параметры достаточно современные. Есть карбоновые спицы, что немножко ухудшает ремонтопригодность, но с другой стороны, ничего страшного. В смысле, можно купить дополнительные спицы прям у производителя и спокойно их менять. Хотя я даже не знаю, у кого эти спицы сломались, если честно. Но если вдруг вы переживаете за это, можно всегда докупить дополнительные спицы, и они меняются так же, как обычно. А роволы вообще какие-то удивительные колеса, если честно. Если у кого есть ровол, напишите обязательно в комментариях. Для меня они супер удивительные, потому что они, несмотря на то, что они весят много, 1500 грамм, у меня не было никогда проблем с тем, чтобы они чувствовались какими-то валкими или тяжелыми в момент ускорений или в горах. Роволы создали какой-то удивительный инженерный продукт, который абсолютно, с точки зрения современных тенденций, имеет маленькую внутреннюю ширину, правда, огромную внешнюю ширину, и в целом не выглядит как современные колеса, но показывает великолепный результат. Я в шоке, если честно. Хоть снова на Роволы возвращайся. Потрясающие колеса. Хотя Envy по-прежнему с точки зрения комфорта нравится мне больше. Очень много можно обсуждать. Я даже для себя какой-то выводил рейтинг, где я посчитал места по аэро, по весу и по цене. И вот в этом рейтинге оказалось, например, что номер 6 у меня набрали максимальное количество баллов. Вы, конечно, можете сделать свой рейтинг таким образом, например, добавить еще визуальную эстетику, или там, не знаю, торсионную жесткость можно тоже где-то в интернете поискать, хотя я толком не нашел таких тестов. Общие обзоры от всех обзорщиков в интернете можете тоже добавить, можете сделать свой рейтинг. Например, вот в моем субъективном таком типа рейтинге получилось, что номер 6 это лучшие колеса, потому что они достаточно быстрые, топ-3 по быстроте, они очень легкие и они очень комфортные по цене. По сравнению, опять-таки, они на $1000 дороже, чем Elite Wheels, но при этом по сравнению с Envy, Принстонами, Роволами они почти в 2 раза дешевле, что, если честно, очень даже круто. А вот, например, Pertual Acme 4562, вот эти суперволнистые китайцы, которые только новые вышли, меня лично разочаровали, хотя в рейтинге они получили 17 баллов. Я думал, что они будут быстрее, хотя весят они безумно мало, конечно. По цене они достаточно крепкие, чуть-чуть еще доплатить, им можно уже западные бренды покупать. Плюс у них карбоновые спицы, которые не ремонтопригодны, в отличие от карбоновых спиц от номер 6. То есть их нельзя взять, заменить и поставить на другие. Сломал спицу, колесо на выброс. Конечно, очень сильно удивили Elite Wheels, потому что я думал, что Elite Wheels за $400 карбоновые будут куда ближе к алюминиевым колесам, чем к карбоновым. В итоге оказалось, что они не просто ближе к карбоновым, они еще и лучше, чем Принстоны, по-нашему. Хочется сказать еще 2 вещи, что, во-первых, этот тест показывает, что у любого теста есть погрешность. Да, Виктор Монаков, каким бы он суперпрофессионалом не был, все равно так или иначе чуть-чуть, но его положение тела должно было меняться от усталости и от заезда к заезду. И поэтому есть везде погрешность. Если мы возьмем и наложим даже 1% погрешности, мы увидим, что никакой разницы глобально между карбоновыми колесами нет. Поэтому можно выбирать те, которые нравятся, те, которые вы считаете интересными, правильными и так далее. Именно с точки зрения аэродинамики. Опять-таки вопрос веса никто не отменял, вопрос торсионной жесткости и комфорта тоже, но это уже те вещи, которые я не могу протестировать в рамках этого заезда. У меня выйдет отдельный большой ролик, где я буду делать обзор на колеса от Pertual Acme, потому что хочется на них подольше поездить. Мне очень визуально они все равно нравятся. Я считаю, что они выглядят интересно, очень хочется проверить их в реальных условиях. На Elite Wheels тоже обязательно, потому что пока выглядит очень многообещающим за $400 получить прям крутые колеса. Посмотрим, как они в реальной жизни себя ведут, не слишком ли они пластилиновые и мягкие, чтобы можно было их рекомендовать. Хотя для начинающего велосипедиста за $400, что может быть лучше. Такие дела, друзья. Ну и последний очень крутой момент. Помните, в начале видео я говорил, что перед тем, как мы вышли на трек, я спросил у чата GPT, какие будут колеса самые быстрые и какая будет разница между ними. И сейчас вы офигеете от результата. Я задал простой промпт, мы видим, он выглядит следующим образом, так же, как я рассказывал бы человеку. Другой объяснял, что мы будем тестировать колеса, вот такие параметры, вот такой формат теста. ChatGPT задал мне уточняющие вопросы, в каком виде я хочу получить результат, какое будет давление в шинах, спасибо, что спросил. И что у нас получилось? ChatGPT сказал, что лучшими на тесте колеса будут Rovol CLX2. Вот они. Что Envy на скорости 40 км в час. Envy будут чуть хуже, сам медленным будут алюминиевыми. На 3-м месте он тоже поставил номер 6. Pertual Acme поставил на 4-е, Elite Wheels на
5-е, зипы на 6-е, Принстоны на 7-е. В общем, практически, друзья мои, это практически полное попадание. То есть чуть-чуть он перепутал в серединке, плохо он подумал про зипы, но в целом, и вот теперь смотрим. Да, я его попросил сделать разницу в ваттах. Он сказал, что CLX будут хуже, чем DT Swiss. Точнее, он сказал, что CLX будут лучше, чем DT Swiss на скорость 40 метров в час на 15 ватт. И, в общем, в целом, плюс-минус так и получилось, представляете? Офигеть. То есть чат GPT практически полностью смоделировал и предсказал результаты теста. И не надо было 9 часов тратить. И вот это на самом деле меня поразило практически больше всего, даже больше, чем результат, который мы получили, что современные ИИ-технологии настолько крутые, они настолько быстро обучаются, что даже в такой нишевой сфере, как аэродинамическое тестирование колес, мы получаем практически результаты, которые максимально приближены к реальности. Максимально приближены к реальности. Это вау. То есть, если вы умеете пользоваться и инструментами, вам даже не надо проводить по 10 часов на треке, вы в целом будете получать очень близкий к реальности результат. Понятно, что его нужно пропускать через bullshit-фильтр, и очень часто ишки галлюционируют, но сам факт, мы получаем какой-то выдающийся вау-результат. Да и в конце хочется закончить как-то видео и сказать простые и понятные вещи. Тест колес показывает и подтверждает очередной раз, что нет никакой серьезной разницы между топовым супероборудованием за $1 миллион денег и обычным базовым оборудованием, которое можно купить на AliExpress. Все эти значения в рамках погрешности. Все эти значения, которые почувствуют только профессиональные гонщики или самого высокого уровня атлеты, которые выступают на мировом уровне и борются за тумбочки. Для обычных велолюбителей, у которых даже до 5 ватт на килограмм мощность, все это погрешность, которая легко нейтрализуется или меняется более правильной посадкой, надел аэроноски или не надел. Даже побрить ноги и то более эффективно, чем сменить карбоновые колеса за $400 на карбоновые колеса за $4500 с точки зрения аэродинамики. Вот такие вот, друзья, выводы. И поэтому самое главное — это просто катайтесь на велике, просто получайте удовольствие, просто кайфуйте, просто покупайте то, что вам нравится. Хотите карбоновые колеса, не хотите переплачивать, да купите вы их на Алике и кайфуйте, радуйтесь жизни. Не в этом прикол. Не сделает вас никакое оборудование более быстрым. Вас сделает быстрым любовь к велосипеду, умение и возможность кататься на нем. Да и в целом просто какая разница, быстро вы или нет. Вообще наплевать. Главное просто кайфовать. Вот, наверное, такие выводы. Все это мелочи. Главное наслаждаться тем, что вы делаете, и радоваться от этого. А я все равно в шоке. Бритые ноги, друзья мои. Кстати, у меня ролик про бритые ноги. Обязательно посмотрите. Бритые ноги, друзья мои, эффективнее, чем самые крутые и дорогие колеса на тесте. Вот теперь с этим и живу. Ладно, друзья, с вами был Физкультурник. В общем, подписывайтесь на канал, телеграм-канал. Давайте будем на связи. Ну и кайфуйте. Ради этого ведь катаемся. Пока-пока.